как-то вот у них слова такие длинные. Ну, вот просто вот такой вот, ну, прикольный, потому что, ну, раз уж я там полгода, ну, как грех не выучить, знаешь. Вот. Что у тебя было после китайского? После Улучшилось китайского ли у тебя я, с индоевропейскими языками? И да, вообще, не утратил ли ты потом к ним интерес? ну, Типа, подумаешь, там, португальский, я его весь читать могу. Подумаешь, румынский, там, где-то посередине между испанским и русским. ну, в тот момент, по крайней мере, у меня такого не было. Хотя потом дойдем до того, как я сейчас об этом думаю. Но в тот момент мне было все равно интересно это все. А конкретно взялся я за немецкий, потому что... Я, кстати, причину не помню немецкую. Мне кажется, у меня были похожие мотивации, как с китайским, а конкретно, что, ну вот, как бы прикольно, да, язык звучит, ну, в общем, оригинально, да, и вроде как-то вот у них слова такие длинные, ну вот просто вот такой вот, ну прикольно. Существительное с большой буквы пишется. Ну да, Существительное с большой буквы. именно так. Мгм. Вот, то есть просто было интересно как-то. И вот с немецким мне, пожалуй, то, что мне позволило дальше с ним, как бы вот дальше им заниматься и довести его до, в общем-то, неплохого уровня, это то, что вот мне дико понравилась его грамматика. То есть у них слова построены на таких довольно-таки понятных принципах. У них как-то вот все очень... Вот ко всему, по сути, есть правила. У них, конечно, есть исключения, но в целом как-то у них все очень логически построено. По крайней мере, у меня такое вот восприятие есть немецкого. И поэтому вот то, что мне было так интересно заниматься этой грамматикой немецкого, мне и позволило им вот некоторое время дальше заниматься. И немецкий, в отличие от многих своих ближайших родственников, это язык пурист. В нем намеренно проводили политику использования именно слов на базе своих собственных корней, вместо того, чтобы использовать заимствования. И поэтому язык выглядит более однородным. Если посмотришь на английский, в нем масса слов общеупотребительных взяты из старофранцузского или из латинского языка. И Мгм. они сосуществуют с какими-нибудь германскими корнями. Например, есть слово help, есть слово assistance. Мгм. И, ну, в случае с assistance, все-таки assistance малоупотребительное, но можно поискать примеры, когда, скажем, существительное старофранцузское употребляется, а глагол берется старогерманский. А в немецком языке получается более однородно, и ты видишь, что ты запомнил один корень, и благодаря этому выучиваешь целое гнездо слов, которые связаны с этим корнем. Да, именно так. Это очень хорошее описание того, как вот я учил новые слова, я вот вижу новое слово, я вижу, допустим, ну, допустим, я это слово раньше не видел, но если я узнаю приставку и примерно какой смысл оно передает, и вот корень, то я даже могу более-менее представить, что вообще это слово означает. Вот как раз это мне в нем нравилось. Мгм. Кстати, такой интересный пример. В русском языке слово «впечатление» является калькой с латинского языка. Если посмотреть на то, как оно вошло в английский, это будет impression. Мгм. Это «в», а to press– это «давить». И в Точно, русском языке получается «впечатывать» – впечатление. точно. И если посмотреть на немецкий, у нас тоже получается что-то очень похожее. Eindruck. Именно так, именно так. Да, я очень часто сталкивался с такой ситуацией, что особенно это было похоже на то, как русские слова формированы. Мгм. Что я вот вижу, допустим, ну, вот есть русское слово, там приставка такая, если взять вот как бы эквивалент этой приставки в немецком и вот тот же корень, то очень часто получается вообще совершенно такое же слово с тем же значением. Да, это было очень удобно и интересно. Кстати, а носителя немецкого языка сложно было разыскать? У меня, кстати, никогда не было в жизни близкого носителя немецкого языка. Я разговаривал чисто вот с собой и слушал радио, и смотрел на видео, но вот как бы собеседника у меня даже не было никогда. Мгм. А тебя близкие пытались отвести к врачу, чтобы он разговаривал на языках? Мне кажется, со стороны это должно выглядеть довольно специфично, если человек ходит и сам с собой разговаривает на немецком, особенно с утрированной немецкой интонацией, с которой разговаривает Мефистофель из Фауста. Да, ну, у меня близкие к этому привыкли. Я признаюсь, что из-за
школьного знакомства у меня сформировалось очень неправильное представление о том, как должен изучать немецкий. Мне после школы казалось, что немецкий обязательно должен быть грубым, с большим количеством шипящих, с чеканной интонацией и тому подобное. А потом, когда я наконец-то начал изучать реальные материалы, смотреть реальные видео или слушать реальные песни, я понял, что немецкий может быть очень изящным. Я помню, на меня большое впечатление произвел исторический фильм об австро-венгерской императрице Сисси. И вот я обратил внимание, насколько нежно звучит немецкая речь в женском исполнении. Точно. Кстати, интересно, что Моцарт в свое время принял участие в споре о том, какой язык можно использовать для классического пения в опере. Тогда практически все были уверены, что единственный язык, который подходит, это итальянский, и тащить какой-нибудь другой национальный язык просто недопустимо. А Моцарт пошел против всех канонов и написал великолепную оперу под названием «Волшебная флейта» и «Zauberflöte», необычайно красивую и всю на немецком языке. Когда я слушал эту оперу, я действительно оценил, что немецкий язык может быть очень певучий, красив. Точно. Точно. Итак, что же у тебя было после немецкого языка? То есть у тебя в коллекции оказались несколько романских языков, парочка германских, один японский, который вообще сам по себе. Что было дальше? Дальше, значит, я на третьем курсе на полгода съездил в Швецию по программе, ну, в общем, Exchange Students, вот, и пожил там полгода в Швеции. И до того, как я поехал таки в Швецию, я решил выучить шведский язык, потому что, ну, раз уж я там полгода, ну, как грех не выучить, знаешь. Вот, поэтому я за него взялся. И мне вот сначала просто вот чисто вот из таких целей я за него взялся, а потом мне вот настолько понравился этот язык. Он, во-первых, просто очень, вот у него звучание такое интересное. Вот если посмотреть на его фонологию, там столько всего вот интересного творится. Там тебе и pitch accent, где у них как бы, ну, немножко что-то похожее, как вот как в китайском, если немножко по-другому сказать вообще то же слово, то значение меняется. Это интересно, потому что это не часто встречается в других индоевропейских языках. Грамматика у него Например, немного как... например, анден и анден. Именно так, именно так. Вот, как бы звуки все те же, но вот как бы тон меняет значение. Просто очень интересно. И в результате этого у него и ритм речи тоже очень такой певучий. И просто, ну, вот интересно, вот приятно его слушать, как-то интересно вот тренироваться, это все произносить и так далее. Вот. Да, и, значит, я таки взялся за него, я выучил эту фонологию, там, грамматику и так далее, и, значит, поехал в Швецию, там я все-таки его добил в какой-то мере, то есть я сейчас, в общем-то, неплохо на нем общаюсь, вот. Ну и в целом, да, как-то так. Но ты чувствуешь, что к шведскому языку у тебя уже полностью определился набор, как ты начинаешь изучать новый язык? Когда ты брался самостоятельно за французский, ты пробовал разные способы, смотрел, какие из них работают. К шведскому языку можно сказать, что у тебя уже появился готовый инструментарий? Пожалуй, вот путем шведского у меня этот инструментарий более-менее сформировался, как раз вот путем того, как я его учил. А конкретно, пожалуй, ну, я могу это более подробно потом описать, но в целом система состоит из того, что я начинаю с вот фонологии, чтобы сразу себе нормальные произношения поставить, как бы вот тренируюсь все слова базовые произносить и так далее, даже если не совсем знаю, что они означают, вот чисто вот все звуки, просто чтобы у меня потом акцент уже был поставлен. А потом я вот начинаю учить, ну, простые слова и как бы простую грамматику. И здесь я хочу отметить, что тут как бы это все равно зависит от языка, в том плане, что, например, шведский после немецкого, ну, тут грамматику почти что даже смысла нет учить. Вот это просто как бы вот либо что-то похожее на английский, либо похожее на немецкий, как бы, по сути, довольно мало. И слова, собственно, тоже. Ну, вижу новое слово. Ну, по сути, построено в большинстве случаев очень похоже на то, как построено эквивалентное слово в немецком.
Так что тоже, как бы, ну, в целом, эта часть как раз легко пошла. Но все равно суть та же, что, в общем, начинаю с базовых слов, базовой лексики. И тут, как правило, в общем-то, для любого языка можно найти просто самоучебник какой-нибудь, где вот с нуля, ну, вот, доходишь до уровня, где, в общем-то, неплохо беседуешь. Просто к этому надо добавлять, естественно, вот все как бы элементы, ну, чем больше, тем лучше. Вот элементы, как, например, вот собеседник или там разное видео, чтобы как бы слушать носители, либо музыку там слушать, вот все эти разные штуки, и тут как бы можно mix and match, так сказать, то, что тебе нравится. И это все добавляешь в такой удобный пакетж для каждого языка, и как-то оно само по себе идет. А насколько часто ты обращаешься к помощи преподавателей? Я на самом деле, кроме испанского, все свои языки, в общем-то, я выучил даже сам. То есть я как-то даже не привык пользоваться преподавателем вообще, в принципе. Мгм. То есть и никак даже эпизодически не обращаешься к преподавателям? Ну, иногда я себе организую урок ну, как бы сквозь Skype, по сути, с носителями иногда, но это бывает редко и только тогда, когда вот, ну, как-то не хочется все-таки поговорить с носителем, с преподом, если они там что-нибудь найдут в моей речи, что я не замечал. Но это так, как бы, изредка. Мгм. Вот. Какой язык в коллекции самый любимый? Пожалуй, все-таки японский, наверное. Мультики? Мой- Именно так, Да, да, японский это отличнейший пример, как через язык ты знакомишься с совершенно другой культурой. да, Мне именно так. кажется, и японский язык в отрыве от японской культуры изучать вообще невозможно. С европейскими языками еще туда-сюда, потому что какие-то культурные параллели есть, а в японском, как только ты начал им заниматься, тебе тут же надо познакомиться с разными степенями вежливости в личных местоимениях, что тебе нужно по-разному говорить про своих друзей, про своих деловых партнеров, и все, Именно так, сдаешь экзамен по деловому общению. да, да, Ну что ж, спасибо большое за длинную и содержательную беседу. конечно. Мы с тобой еще запишем немало других выпусков на новые темы. А зрителям спасибо за просмотр и оставайтесь с нами. Впереди у нас еще много интересного. Всем пока. До встречи.